Приветствую вас на моем канале. В этом ролике я расскажу и покажу о том, как натягивать нити основы на ткацкий станок или ткацкую рамку. Для этого вам понадобится нить, которая будет основой. Также вам понадобятся ножницы, чтобы отрезать эту нить, и ткацкий станок или ткацкая рамка. Друзья, я ни в коем случае не претендую на звание самого правильного натягивания нитей основы на ткацкий станок. Я вам показываю, как это делаю я. Так как одновременно снимать видео, держать станок и натягивать нить основы у меня не получается, поэтому я попросила свою старшую дочь помочь мне в этом процессе. Первое, что нужно сделать, это завязать узелок. Где вы его завяжете, это не так важно. На верхней дощечке или на нижней. Ну, моя дочь выбрала верхнюю. А потом нужно спустить нитку вниз и вот так вот, как она это делает в данный момент, нанизывать нить на ткацкий станок. И вот так вот продолжайте до самого конца. Я думаю, что тут ничего сложного не должно возникнуть у вас в процессе. Нить должна не болтаться, и в то же самое время она не должна быть сильно перетянута. То есть так как идет ваша нить, сколько нужно ее натягивать, так ее и натягивайте. Ни больше, ни меньше. Потом в процессе она у вас чуть-чуть растянется. И нить не должна быть эластичной. По выбору нити основы я могу сделать отдельный ролик, если вам это будет интересно. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, и я постараюсь сделать для вас такой ролик. У меня также спрашивали, где я приобретала этот станок. Я посмотрела в том месте, где я его приобретала, но там уже его нету. Ссылка уже не активна. Поэтому, если я найду какие-либо другие места, где будут продаваться такие же ткацкие станки, я вам обязательно оставлю ссылку в описании. Если у меня получится, возможно, я вам это распишу даже по странам. То есть в Великобритании это будет одна ссылка, а, например, в Германии это будет другая ссылка. Также та нить, которую я использую в данный момент, ссылку на нее я тоже оставлю в описании к этому ролику. Это не единственная нить, которую можно использовать вместе с ткацким станком, и это также не специально предназначенная нить для ткацкого станка. Это просто нить, которую использую я. В данном видео я держу этот станок, а моя дочь делает натяжение нити основы. Но если вы это будете делать самостоятельно, то я вам советую взять этот станок к себе на коленке, так, чтобы нижняя часть упиралась вам в живот, ну, примерно на уровне талии. Вам лучше сидеть, ну, самое оптимальное, вот именно для такого процесса, это, наверное, сидеть в кресле. Если вы куда-то приспособите свой ткацкий станок или ткацкую рамку, то вам будет, я так думаю, у вас быстро устанут руки от того, что рамка, она достаточно высокая. Ну вот, допустим, вы ее поставите на стол или прикрепите к стене на таком уровне, что внизу у вас будет доходить до уровня вашей руки, как она идет вниз, а наверх вам придется тянуться. И вот именно поэтому я считаю, что это не самый удобный способ. Особенно, когда вы уже будете работать с другой нитью. То есть после того, как вы натянете нить основы, может быть, в самом начале работы вам будет и легко, но когда вы подойдете к самому верху, это уже будет намного труднее делать все, когда у вас руки находятся очень высоко. Ну и, конечно, я думаю, что это зависит также от длины ваших рук. У меня руки не такие длинные, поэтому я не советую. Но, возможно, у кого-то руки достаточно длинные, что они могут достать там и до самого верха рамки и работать на этой высоте без проблем. Но так как в этом видео я делюсь лично моим опытом, моими личными знаниями, поэтому я не советую. Также хочу вам напомнить о том, что на канале есть распаковка и обзор данного ткацкого станка.
или же ткацкой рамки, кому как удобнее это называть. Ссылочку я оставлю в описании, и она также где-то выплывет сейчас у вас на экранах. Вы можете нажать, посмотреть, а можете сделать это после ролика. Я также оставлю ссылку в рекомендованных в конце ролика. То есть ролик, когда кончается, вы за несколько секунд до окончания видите картинки, которые появляются на вашем мониторе. И там какие-то видеоролики, либо же ссылка на какой-то канал другой. И вот там и появится как раз ссылка на этот ролик. Если вам это интересно, обязательно посмотрите. И, кстати, не забывайте про лайки. Если вам нравится данное видео, обязательно поставьте ему лайк. Не забудьте также поделиться этим роликом с друзьями, особенно с теми, кто увлекается данным видом творчества. А также задавайте вопросы, которые у вас возникают во время просмотра данного ролика, либо других моих роликов, потому что таким образом мне будет проще делать новые ролики. Я буду знать о том, что вам интересно. И вот мы подходим практически к концу. Это последнее место, куда можно продеть нашу нить, и теперь нам нужно ее закрепить. А перед тем, как мы ее закрепим, нам нужно ее отрезать. Я вам советую отрезать кончик, сантиметров на 20 примерно. Таким образом, чтобы вы могли дотянуться и до следующей дощечки и завязать там узел. Я вот так вот сказала, 20 сантиметров. Это так примерно на глаз. Не знаю, сколько у вас получится. Возможно, больше. Лучше, конечно, дотянуться до дощечки и перепроверить, сколько вам нужно, чтобы осталось этой нити. После того, как отрезали, мы переворачиваем эту рамку для того, чтобы сделать узелок сзади. Это будет проще именно через заднюю сторону. И, собственно, завязывайте свой узелок так, чтобы нить была, как я вам говорила, раньше не сильно перетянута и также не ослаблена. Узелок завязали, теперь можно переворачивать нашу рамку обратно на лицевую сторону. И вот посмотрите, что же у нас получилось. Вот такая вот рамка, и вот таким вот образом натянуты наши нити основы. Если вы попробуете натянуть нити основы по моему совету, пожалуйста, напишите в комментарии, получилось ли у вас это. И если у вас возникли какие-либо проблемы в процессе натяжения нити основы, пожалуйста, также поделитесь в комментариях. И если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Вас ждет много новых и интересных видео. И нужно не только подписаться, но и поставить колокольчик, чтобы не пропустить эти самые интересные видео.